Салют, братва! Новый год на носу, а это значит, что пора подвести итоги. Сегодня мы не будем вспоминать трэш и провалы, вместо этого погрузимся в лучшие моменты рестлинга 2024 года. Те моменты, которые заставляли нас прыгать с диванов, кричать от восторга и аплодировать стоя. Готовьте мандаринки, устраивайтесь поудобнее. Сейчас мы вспомним, за что в этом году мы полюбили рестлинг еще сильнее. Погнали, будет горячо. Возвращение Рэнди Ортона! Кто-то скажет, да он же вернулся еще в конце прошлого года. А я вам так отвечу, по-настоящему он вернулся только в этом году, на Бэклэше. Только вышел, шагу не успел дойти к рингу, а зал уже весь его припев хором орёт. Вот это я понимаю, возвращение с большой буквы, настоящий момент, который в историю вошел, когда не просто рестлер выходит, а легенда, которую зрители ждали как праздника. Взлет Гюнтера! Будучи икарным чемпионом, Ганта доказал всем, что он не просто хорош, он шикарен как чемпион и как рестлер. Даже когда он потерял второстепенный титул, это его не остановило. Он пошел дальше, к самой вершине, стал королем ринга и новым мировым чемпионом по тяжелой атлетике. И что самое крутое, до сих пор держит позиции, никому не дает шансов. Если честно, его путь ЭДА – это отдельная история и, как мне кажется, заслуживает целого видео. Взлет Гюнтера – это пример, как надо подниматься по лестнице успеха, не теряя огня. Может замутить что-нибудь про это? Как вам идея? Дрю Макинтайр и CM Панк. Братва, весь этот год смотреть на противостояние шотландца и старика из Чикаго – одно удовольствие. Это не просто матч за матчем, это настоящая жара. А что было на Клоун Джувел – это вообще космос. И финалочка в адской клетке – просто бомба, матч на все 5 звезд, без базара. Такие конфликты – это редкость, где каждая схватка будто последний бой. История их вражды настолько крутая, что заслуживает отдельного видео. Как думаете, стоит разобрать их путь по косточкам? Awesome Truth. Братва, помните Awesome Truth? Этот дуэт мы впервые увидели аж в 2011 году. Да, это было давно, но вот что круто, спустя больше 10 лет они снова воссоединились. И не просто ради фана, а чтобы показать всем, что еще порох в пороховницах остался. Эти двое взяли и стали командными чемпионами, как будто время для них вообще не прошло. История этого дуэта реально заслуживает отдельного видео. От их первых шагов до возвращения на вершину спустя столько лет – это мощь. Как вам идея разобрать их путь детально? Пишите в комменты, братва. Воссоединение Бладлайна. Когда я возвращался к просмотру рестлинга, застал, как канадец Сэмми тусовался с самоанцами. Честно, было круто видеть, как он вкатился в Bloodline, но потом случился раздор, и это реально грустно ударило по душе. Однако, когда Джей и Сэмми снова воссоединились, это прям согрело, как чашка горячего чая зимой. А с летнего броска началось нечто большее – восстановление старой гвардии. Тут тебе и Роман, и Джимми, и Сэмми с Джеем. Снова все вместе, как раньше. Эта история Бладлайна – чистая кульминация десятилетия. Такое редко бывает, братва, но когда происходит, остается в памяти навсегда. Юбилейная 40-я Расселмания. Братва, юбилейная мания – это просто пушка, без всяких оговорок. Лучшее шоу в году – точно. Столько крутых моментов, которые уже стали частью истории рестлинга. Разделение командных поясов, наконец-то. Удачное обналичивание денег в банке, без лжи, как по учебнику. Интерконтинентальное чемпионство длиною в 666 дней прервано, и это было эпично. А смена неоспоримого мирового чемпиона – это вообще не матч, а чисто война на уровне Мстителей. Каждый момент – мощь, и все это в рамках одного шоу. Такой мании еще долго никто не переплюнет. Доминик Мистерио и Лив Морган. Эта парочка растопила мое сердечко, но как парочка, только половина и не сердечко, а кое-что пониже, если вы понимаете, о чем я. Но за ними было интересно следить, а когда Рипли вернулась, на все вообще завертелось. Этот любовный треугольник устроил такую движуху, что даже судный день сильно изменился. Новые роли, новые конфликты – все это добавило огня, за которым было кайфово следить весь год. Голливудская скала. Все думали, что Скала вернулся, чтобы наконец-то дать по шапке вождю племени. Ага, сейчас.
Ситуация разворачивается на 180 градусов. Скала берет и становится хилом. Не просто хилом, а таким, что реально слов нет. Матерится, злится, нападает на Коди Роудса и делает все, чтобы стать для него непобедимой горой. Вот это я понимаю, возвращение года. Никто не ожидал, что любимец фанатов так резко перевернет игру. И честно, за этим наблюдать одно удовольствие. Скала вернулся, и весь рестлинг заговорил только о нем. Хил-терн Кевина Оуэнса. Когда Кевин Оуэнс становится хилом, это как глоток свежего воздуха. Канадец в этом амплуа всегда тащит, а вражда с Коди Роудсом только добавляет перца. Такой Оуэнс – это реальная угроза для всех, включая самого неоспоримого мирового чемпиона. Его хил-терн, хоть и случается нечасто, каждый раз пробивает на эмоции. Он не просто плохой парень, он создает ощущение настоящего чемпиона, который может перевернуть все. Этот чувак и титул, и весь дивизион держит в напряжении. Настоящий боец, а не просто декорация в мейне. Ну что, братва, на этом мы заканчиваем наш праздничный разбор лучших моментов рестлинга в 2024 году. Этот год был реально жарким, полный крутых матчей, неожиданных возвращений и историй, которые останутся в наших сердцах. Хочу сказать вам пару слов в честь наступающего Нового года. Этот год был непростым, и я знаю, что на YouTube я был не так активен, как раньше. У меня были свои личные дела и проблемы, из-за которых пришлось сделать паузу. Но вы меня поддерживали, и за это вам огромное спасибо. Для тех, кто спрашивал, что и как, я все рассказал на новогоднем стриме, так что если вы пропустили, можете глянуть в записи. А теперь давайте оставим все плохое в прошлом. Пусть 2025 будет годом побед, новых возможностей и только лучших моментов. Я обещаю, что в следующем году будет еще больше крутых видео, стримов и контента, который вы так любите. С Новым годом, братва! Здоровья вам, счастья, и пусть ваши мечты сбываются. И как обычно, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментах, что для вас было лучшим моментом этого года. Давайте встретим 2025 на позитиве.